Всем привет, с вами Бонарди, это новенькая серия по игре SnowRunner, и сегодня я покажу, где найти этот замечательный автомобиль International Paystar 5600 TC. Перед тем, как начнется ролик, я покажу, что же есть в этом автомобиле. Как вы знаете, все это я делаю на полигоне, здесь бесконечные деньги, здесь постоянно есть все модули. В общем, вы можете купить любой и потестить, как ведет себя автомобиль, к примеру, там через водные преграды или по снегу катается, то есть выбрать нужно просто зимний полигон. Ну а пока мы сейчас будем на летнем полигоне. Кстати, хотел сказать спасибо, ребят, за то, что вы подписываетесь на мой канал, ставите лайки и пишите ваши комментарии. Мне это создает стимул делать что-то дальше, так что подписывайтесь, кто еще не успел. Итак, выезжаем из гаража и смотрим, что же этот автомобиль может. Прицеп у него, точнее грузовая платформа, рассчитана на 3 места, поэтому я взял бак, который сюда влез на 3 места, и поехал. Первое — это водная преграда, и как вы видите, автомобиль достаточно легко себя ведет в этой среде, проезжает, практически все легко. В любом случае можно подключить привод, он, кстати, здесь полноприводный, он подключаемый, так же самое, как и дифференциал. Поэтому включаете дифференциал, понижаечку и вперед, и все у вас обязательно получится. По камням он ездит тоже чудесно. Как вы знаете, чуть правее там есть еще одно тяжелое место, где вот эти вот бугорки, заезжать, выезжать. В общем, там было очень тяжело, поэтому в ролик не зашло. Так бывает. По бетонным конструкциям проезжает легко и просто. Через грязь, через грязь здесь по-разному. Первую локацию, там где очень мало грязи, он проехал очень легко, причем даже на автомате. На вторую грязь пришлось включить понижайку, переключиться на дифференциал. А там вы можете понижайку более мощную или более низкую, как вам больше нравится. В любом случае, в тяжелой грязи, то есть в самой большой, вас это не спасет. Автомобиль здесь застреет, и даже если вы удаляете груз, вам это все равно сильно не поможет. Да, автомобиль пытается где-то ехать, но знаете, как это, проще эвакуироваться в гараж и потом уже заново начать. Это мое мнение. По снегу и по льду, как я говорил, этот автомобиль тоже прекрасно ездит. Дело в том, что у него есть возможность подключить колеса с шипами. Единственный момент: на поворотах притормаживайте, потому что я не совсем притормозил, и у меня автомобиль перевернулся. В общем, мой ролик продолжается. Сейчас я вам покажу, где же его найти. Всем приятного просмотра. Ну что, давайте найдем. Итак, переходим в локацию Висконсин, Северная Америка, на реку Грейнвудс. У кого она еще не открыта, то едем с первой локации и открываем ее. Там же находим гараж, с которого я сейчас стартую. И сейчас я буду вам рисовать карту, куда вам нужно проехать. А проехать вам нужно к этому мостику. Здесь будет задание, в котором вам нужно будет привезти 2 металлические балки и 2 запасные части. Когда вы будете через карту смотреть, где же найти металлические балки, оно вам покажет на заводе, где, кстати, стоит автомобиль, который нам будет нужен. Но есть еще одно место, где эти балки можно найти, поэтому обратно возвращайтесь в гараж, заезжайте в магазин прицепов и берете маленький прицеп на 2 места, красненький такой, и едете по карте, которую я вам сейчас рисую. Я рекомендую брать мощный автомобиль. Почему? Я обязательно покажу. Вас там ждет грязь, вас там ждут грибы. Если любите собирать, можете на них понаезжать. И, конечно же, тяжелый проезд. В общем, после того, как вы доезжаете до места, сейчас вы видите, как я загружаю эти балки. Конструкции, где вы берете, разрушаются. Они одноразовые. Больше они не восстановятся, но балки эти пригодятся для того, чтобы построить тот мост, который ведет к заводу, где вы в будущем сможете делать эти балки. И, конечно же, самая главная наша цель, там будет автомобиль. Итак, сейчас я вам рисую карту, как вернуться назад. По сути, это та же самая карта, как мы ехали сюда. Но на всякий случай, потому что часто просили в комментариях о том, чтобы я показывал, как я еду. Итак,
Карту я вам нарисовал, и вам вернуться нужно будет в то же самое место, где вы брали задание. Что же вас ждет дальше? Почему нужно мощный автомобиль? Маленький кусочек дороги, который вы сейчас видите, он идет вверх под градусов, наверное, 45. Вот, и не каждый автомобиль просто туда заедет, и еще который будет вести металлические балки. Дело в том, что они тяжелые, и как вы видите, даже ZIX 605R, который, кстати, вы можете найти очень легко и просто, посмотрев мой ролик у меня на канале. Вот. А еще, ребят, я рекомендую вам подписаться на мой телеграм-чат, в котором очень много людей сейчас, больше 140. Это дружный такой коллектив, без негатива, без обсуждения политики, просто для совместной игры в SnowRunner, ну, либо в другие игры, какие вам больше нравятся. Вы можете просто там договориться и поиграть. Ребята играют на консолях, ребята играют на компьютерах. В общем, заходите, ссылка будет в описании. Итак, после того, как вы сдаете металлические балки, вам нужно будет проехать на железнодорожную станцию и загрузить запасные части. Проехать здесь карту рисовать особо не нужно, в принципе, там все очень просто и легко. Проезжайте. Единственный момент, ребят, советую не ехать по рельсам, потому что каким-то чудесным волшебным образом ZIX там застреет. После того, как вы берете и привозите эти запасные части, ваш мост достраивается. Самое тяжелое вы уже сделали. Я вас поздравляю. Ваш автомобиль, который мы сегодня ищем, кстати, его еще называют сосиской 2, вы найдете буквально через несколько секунд. Ваша задача очень простая. После того, как вы проезжаете мост, вы просто едете по прямой. Следующий мост ведет к заводу. Здесь немножко что-то с видом баловалось, но то такое. В общем, вы переезжаете мост и уже видите этот замечательный автомобиль, который мы искали. Да, вон он впереди стоит. Как только вы к нему подъедете, он будет ваш. Что с ним делать, решать вам. Оставлять в коллекцию, пользоваться им или продать просто для того, чтобы получить денег, решать опять же вам. На этом мой ролик сегодня заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, когда увидимся. Ну и, конечно же, приятной игры.